Это Магнус. Он живет в густых джунглях и любит собирать бананы. Но в последнее время его стали волновать вопросы. Почему у него забирают часть бананов? Зачем? И кто вообще это придумал? Сегодня Магнус попытается в этом разобраться. Каждое утро Магнус просыпается и собирает бананы. Это его труд, его усилия, его пот со лба. Он их ест, откладывает, иногда меняет на кокосы у соседей. Но однажды к нему подошел большой орангутанг. На его груди была табличка «Лесной сборщик». Он вежливо попросил: «Мангус, друг, будь добр, отдай 20% бананов в общий фонд». Магнус растерялся. Почему он, кто так старался, должен что-то отдавать? Это же его бананы. Он его сам сорвал, сам очистил, сам положил в корзинку. Но потом Мангус задумался. Без этой службы кто бы защищал джунгли от банды воробьев? Кто чинил бы мост через реку? Кто следил бы за порядком, когда кто-то крадет бананы с чужой пальмы? Те самые 20% бананов идут в дело. Они становятся тропинками, больничками, мостами и охраной. А главное, они становятся возможностью жить не в страхе, а с уверенностью в завтрашнем дне. А еще школы, места для маленьких обезьянок, места, где можно лечиться, если укусил паук, и даже еда для тех, у кого урожай был плохим. Все это результат того самого общего фонда. А теперь представь другой сценарий. Все обезьяны прячут свои бананы. Никто ничего не дает. Что происходит? Тропинки заросли кустами, мост сгнил и упал. Воробьи воруют, никто их не останавливает. Больница закрыта, потому что не на что кормить медобезьян. Все страдает. И Магнус тоже, потому что каждый ждал, что другой обезьян даст тех самых бананов. Никто не дал, и все рухнуло. А когда приходит беда, уже поздно искать справедливость. Все начинается с дисциплины. Вот где важен баланс. Если налоги честные, лес процветает. Но если кто-то наверху забирает больше, чем нужно, и строит себе золотой гамак вместо школы, это уже воровство, прикрытое законом. Магнус это видит, он не глуп. И как любая разумная обезьяна, он хочет понимать, куда идут его бананы. Честность, справедливость, служение обществу. Это то, на чем держится доверие. Многие думают, вот у Магнуса отняли банан. Но ведь не отняли, а вложили в лес, где живут его друзья и семья. В мост, по которому он завтра перейдет. В охрану, которая будет однажды спасать его от хищника. Когда он платит справедливо, он участвует. Он часть большого, доброго плана. Он не просто банан отдал. Он помог построить среду, где другие обезьяны могут жить достойно, а значит и он тоже. Конечно, нельзя забирать одинаково у всех. У кого-то один банан, и он жизненно важен. У кого-то 100, и он не заметит 10. Вот тут проявляется настоящая справедливость. Поддержка слабого – это не слабость, а сила общества. Чем больше у тебя, тем больше твоя ответственность. Магнус это понимает и делится, не жалуясь. Магнус не просто платит, он следит, задает вопросы, просит отчеты, общается с другими. Чем прозрачнее система, тем больше доверия. Чем честнее распределение, тем больше уважения. И он знает, что даже один голос может что-то изменить. Даже одна обезьяна в джунглях может стать началом справедливости. Запомни, налоги это не штраф, это вклад. Это как если бы Магнус поливал дерево, чтобы завтра оно дало плоды. Может, не сразу ему, но точно кому-то, кто потом поможет ему. Это круг добра, который начинается с простого банана. Если хочешь, чтобы бананов становилось больше, заботься не только о себе. Заботься о пальмах, заботься о джунглях, заботься о других. Если тебе понравилось, как Магнус разложил по бананам эту тему, поставь лайк. Подпишись на Магнус Полиси, политика Магнуса. И обязательно напиши в комментариях: Магнус, разберись с и тему, которую ты хочешь в следующем видео. Кстати, если ты хочешь не просто сохранять бананы, а делать так, чтобы их становилось больше, у Магнуса есть гильдия приматов. Это закрытый клуб, где он учит, как зарабатывать на криптовалюте и инвестициях и не теряться в джунглях блокчейна. Ссылка первая в описании, а места ограничены.